Доброе утро всем. Ребятки, насмотрелся я видео по меднению всяких возможных вещей и не вещей. Решил попробовать дома сделать эксперимент, так как есть, к сожалению, инструмент, который как бы всегда показывал, что он качественный, хороший и надежный. Но вот как-то последний раз я купил клещи комбинированные. И немножко они были вот во влажном помещении, и немножко начала появляться ржавчина. То есть какое-то время ими не пользовались, и вот как-то так печально. Но вот хочу попробовать, что с ними получится, если что-то вообще получится. Может, я неправильно что-то сделал, не это. Все растворы приготовил, чтобы время не занимать. Вот, ну вот сейчас попробуем. Сначала я уже все почистил от ржавчины, кам смог достать как это. Теперь их нужно хорошо обезжирить. Обезжирим вот гидроксид содный, натриевая щелочь. Вот, сейчас мы это все попробуем. Ну вот, когда все разводил, щетка пришла уже, похоже, в негодность. Ну ладно, свою функцию она выполнит. Вот, все потом рецепты этих вот растворов напишу потом в описании к видео, чтобы было все понятно это. Ну, со щелочью нужно осторожно. Был у меня такой случай, то ли по халатности, то ли по незнанию, как-то я прощелкал, ну и влез руками в эту щелочь. Чистили мы там одну канализацию, я как-то без внимания, или, в общем, не знаю, или по запарке. И благо было на работе, был крем для рук. Простой, обычный какой-то крем, там не это. Ну, начал аж мгновенно руки сушить, и вот этим, в общем, этот тюбик я полностью весь использовал. Ну, а через 3 дня у меня начала с ладоней слазить кожа. Если б не этот тюбик, то я не знаю, что было. В общем, вот тюбиком помажешь, и через 3 минуты руки опять сухие. И такие все сморщенные, все это, ну, как вот с воды долго, когда в воде сидишь. В общем, страшная штука, вот это вот именно, вот это вот щелочь. Так что с ней осторожно. Вот. Сейчас мы его хорошо обезжирим, потому что туда в пор я наждачкой не влез, и войлоком чистил, и это, и полировал его, и наждачкой, и это, ну, все равно, куда-то оно там не залезет или не долезет, но чертовски мне любопытно, так как в кино получается все красиво, а вот как вот в жизни и на опыте на личном, ну, знаете, как всегда. Хочешь как лучше, получается как всегда. Ну, если у них получилось, то что у нас не получится, да? Ну, это мы так думаем. Так, теперь это мы все опускаем в воду. И в воде хорошо. Может, надо в проточной, но нет возможности. Но мы сейчас так вот ее хорошо вычистим. А, забыл, надо же еще это, ее будет высушить. Но сейчас я возьму этот полотенце такое, какое-нибудь старенькое, или салфетки. Сейчас посмотрим, что у меня там есть. Вот, и ее нужно будет высушить. Забыл. Вот. Но клещи, конечно, хорошие. Они одновременно тебе заменяют и клещи по откусыванию проводов, вот, и плоскогубцы. Два режима. Я себе выбирал вот с этим стопором, но как-то маловат он. Когда вот откусываешь, вот так вот, ну, надо приловчиться. Вот, поэтому удобно тогда в кармане держать. Они сразу потом так вот раз и нет, они не разбрасываются. А плюс еще тут есть возможность снимать изоляцию вот на 1,5 и на 2,5 квадрата. Ну, плюс кусают сами кабель. Ну, а там дальше уже плоскогубцы. Ну, в общем, получается не 2 в одном, а 3 в одном. Не знаю, я как бы работой их доволен. Не понравилось мне вот это их качество. Вот, то ли на металле сэкономили, то ли я не знаю, что. Ну, в общем, неприятно было. И стоит они довольно дорого. Так, сейчас возьму салфетку, вытру.
Эти растворы, вот все, что использовал в этом, как его, в этих растворах. Кислота для аккумуляторов. Вот же этот щелочной раствор. Натрий, дистиллированная вода. И этот же смотри, как медный купорос. Вот, потому что у нас оно все называется по-другому. Ну, так. Ну что, сухо? А тут еще немножко это. Вот тут еще немножко что-то есть, да? Ну, это может не столь существенно будет. Значит, на аппарате поставил я пол-ампера силу тока. Напряжение 5 вольт. Но он сам потом себе снимет, снизит, сколько ему нужно будет, сколько не нужно, вольтаж упадет. Так. Плюс на медь. Ну, а минус на наше устройство. А вот куда его подключить? Зараза, не держится. Так, а попробуем тогда на язычок, да? Если эксперимент будет успешным, так тогда разберу вообще на запчасти. Да, ребята, китайский крокодил. Вот что я хотел, да? Ну вот и все, крокодила нету больше. Ах же ж твою мать. Китайский крокодил. Ну кто бы мог подумать. И похоже, сейчас мы его не отремонтируем, да? Или отремонтируем? А похоже, что нет. Да, ребята. Демократы. Что у нас есть? У нас нет ничего. Так. Не попаду. Я туда этот штифт так просто не попаду. Хорошо, попробуем сейчас. Будет контакт или нет контакта? Кошмар! Это ж надо такому произойти, да? Ну вот так вот для интереса. Так. Сейчас мы это распулим. Что у нас получится? Так, вот сразу 4 ампера выскочила и пошла реакция. И что видим? Ну, процесс меднения пошел. Смотрите, как красиво, а? И процесс меднения кончился, да? В общем, сейчас нужно будет чего-то придумать с этими клещами. И приготовить в следующий раз больше раствора. Потому что процесс работает. Я чертовски сильно удивлен. Но так оно, короче, быть не может. Нужно что-то с этими клещами делать. Сделать с клещами, приготовиться. Да, сейчас пойду, наверное, переделывать. Ай,
Угу. Контакт нельзя же с медью соединять. Ну, вернее, плюс с минусом. Угу. Получается, там, где плохо почищено, да, вот в этих ямках, там медь плохо садится. Не, ну вообще, конечно, результат меня удовлетворил. Я не ожидал, что так будет. И вот там, где ямки на этом, да, вот, там какая-то реакция совсем другая. Не, ну шикарно. Даже так коряво, как вот, скажем так, на колене. Сейчас тогда попробую его помыть. Вонище пошло. Разберу. И каждую деталь сделаю отдельно, да? Угу. Вот, ну даже если уже так будет защищено, то уже будет хорошо. Так, хорошо. Пробуем. Так, это выключим. Это уберем. Это сейчас быстренько смоем. Ага, а не держится совсем медь. То есть, или плохо обезжирена, да? Это как, смотрите, на поверхности не держится, видите, вот слезла. А, ну, тоже опыт. Вот. Тоже опыт, да? Тогда как? Ага, и вот здесь вот не держится, да? Смотрите, ощущается. О чем это говорит? Что-то где-то не так мы делаем. О, да, смотрите, полностью. Вот, и тут пошла стираться. Так, ага, а вот здесь, вот где хорошо наждачкой было прям до блеска вычищено, вот здесь, смотрите, здесь держится. Может, ну, побольше нужно подержать. О, смотрите, что происходит. Тут совсем очистилось, да, тут где вот. То есть вывод какой? Нужно полностью шикарно все вычищать, полировать. Типа вот как метчик. И тогда что-то будет получаться. Ну, вот такой вот результат, да? И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. И случай Бог изобретатель. Так. Хорошо. Сейчас попробуем пункт, пункт. Попытку номер 2 сделать. Сейчас это все вычищу, отремонтирую крокодила. Вот. Попробую хорошо вот это сейчас все вычистить еще. И посмотрим, что получится. Ну вот. Изначально такой опыт. Печальный. Ну так. Знаете, я же говорил, это в кино только все хорошо. Вот так вот что у нас получилось. Не, ну тут шикарно держится, да? Вот тут держится шикарно прям. Понятно, что при таком вот контакте он сотрется там, да, как провода будут лазить, вот уже вот он царапается уже, да, все. Вот. Ну, ребятки, все-таки это был эксперимент. Эксперимент не совсем получился. Ну, поняли, где будем исправлять и искать ошибки. Так, а здесь у меня тут такой этот, чтобы его раскрутить, да? Или нет? Сейчас посмотрю, если у меня сразу тут есть этот. Чтобы я в машину не шел. Нет, такой большой звездочки у меня нет, надо в машину идти. Так, попробовать открутить, если получится, но этот не войдет. Вот этот может, ну, вряд ли получится. Давайте попробуем, чтобы уже я в машину не шел. Ну, хотя мне все равно за этим надо идти. Мне все равно нужно идти за этими, за клещами. Да, этим не откручу.
Да. Значит, нужно разобрать, хорошо зачистить и попробовать еще раз. Посмотрим, что у нас получится. Вот. Так. Так, ребята, часть вторая. Это все отремонтировал. Боня, не мешай. Это разобрал. Почистил как смог. Но я так понимаю, что вот это вот, в общем, не получится. Это надо или где-то... Его надо или где-то на пескоструй, или как-то полировать, вычищать. И, в общем, не думаю. Ну, в общем, разобрал, посмотрим. Так, сейчас кинем в воду, пусть хорошо отмоется. Там, где смог, там все вычистил. Там, где не смог, потому что это уже, ну, наждачка не берет. Наждачка не берет. Так, параметры у меня остались там все те же. Так, что у нас там камера пикнула? Сейчас посмотрим. Работает, не работает? Работает. А что она пищит? Что-то как-то там где-то. Так, сейчас воду мы очистим. Хорошо. Кое-где даже медь не очистилась. Не смог. Поэтому понимаю, что того эффекта, что хотелось бы, не добиться. Но в любом случае это эксперимент. Есть у меня еще... Купил состав для чернения. Так, если сейчас это не получится, так потом очищем полностью медь. Не знаю, где, как подумаю. Вот, попробуем мы его тогда зачернить. Если воронение не хочет работать. Так, салфеточку мы сейчас вычистим. Так, смотри, все это. Боня, не мешай. Боня, иди сюда. Иди. Все. Что там такое? Ну, что ты там нашел? Ну? Все? Все, марш оттуда. Лазишь там, где надо и не надо. У нас тут такие эксперименты вон срываются. Так. Добавляем минус. Плюс у нас уже есть. Ну и посмотрим, что у нас получится. Так. Как же тебя-то... А, вот так вот делаем, да, чтобы большая часть там была в этом. Ну, посмотрим. Так. Ай. Чтобы не касалось. Так, засекем где-то, наверное, минут 5. И посмотрим, что оно получится. Ну, процесс идет. Там, где сами зубы, так мне как бы там не критично. Бог с ним. Вот. Так, ребята, ну что, не держится. Там, где вот эту вот черную ерунду не снять. Так, у меня еще наждачка лежит. Не иметь не держится. Надо полностью вычищать. О, все, стирается как. И появляется черная какая-то оксидная пленка. Интересно, что за материал такой. Вот. Тут, где до блеска было очищено, еще более-менее держится. А там, где черная... Так, не получается. Вот это вот чернота. Не знаю, что за материал такой. Может, поэтому оно и ржавеет. Что технологию как-то не додержали. Все, не держится полностью. Он все утирается. Все. Так, ну чтобы не пропадать эксперименту, да? Так. Попробуем это. Вон, трещотка у меня есть. Немецкая. Ой, бумага все стирается. Ну, тут где вот хорошо отполированный это там более-менее держится. Так, тогда мы это попробуем. Попробуем
Веру до половины сделать медной. Да? Ну, для интереса. Тут вроде как все чисто, тут даже чистить ничего не надо. Ну, жир мы-то сейчас обезжирим. Так, это уже все. С этим все понятно. Ну ладно, пусть он лежит, чтобы он нам воду не загрязнял. Так, тогда Веру сейчас мы вот так вот до половины почистим и проверим. Для чистоты эксперимента. Или я где-то делаю ошибки. Или надо какую-то поверхность другую найти. Вот что-то. Так. А попробуем. Что она тут покажет, Вера? Так. Ай. Да что ж я все время контактами дотрагиваюсь. Так, мы сейчас попробуем по-другому сделать. Вот так ее взять. О. Вот так. Я уже и в кислоту влез. Посмотрим, что у нас тут получилось. Да, пойдем ее помоем. Или сейчас тоже под струей воды сразу все отлетит. Так, все. Аппарат выключаем. Это берем за ручку. Это вот сюда прищелкнем. Так, чтобы не накапать кислотой нигде ничего. Ну, какая-то, вот видите, какая-то у нее поверхность такая пористая. И медь не держится. И медь, ребята, не держится. Даже мыть не надо ходить. Значит, что-то мы делаем не так. А может, материал не тот? А? Ну, медь-то там есть. Раз вот она появляется и становится медными этими. Попробовать, может, еще бит вставить. Ну вот, какой такой цвет появился медный. Вот. А? Вот это безжизненно. Вот, что-то там такое где-то далекое медное есть, какой-то там микрон где-то. Попробуем еще сделать. Сейчас проверим. Проверим еще, если я правильно сделал, пол-ампера. Да? Так. Так. Вольты убираем. Ну да, пол-ампера, вот. Это уже зашкал. Ну вот, плюс-минус там. Все, вот. Вот, пол-ампера. Хорошо. Так, а давайте попробуем тогда еще последний раз уже бит сделать. Да что ж такое, я вот в воду лезу со всех сторон. Так. Боня. Так, это кислота. Надо вытереть сразу. А там вода. Да чтоб тебя. Лабораторию надо строить, Бонька. Не мешай мне, видишь, я занят. Так, попробуем бит. Для интереса. Любой, самый первый, да, вот этот возьмем. Так. Так он желтый, он неинтересный, он какой-то уже с покрытием. Давайте возьмем белый. Так, возьмем вот этот белый. И мы его сейчас тут пополощем, да? Ну, этой щелочи. Боня, ну сказал же сейчас. Так.
Опасно, конечно, вот это с руками там лажу, блин, балбес. Рукавицы было взять. Так. Будет чистота эксперимента, да, будет? Бля, я опять руками взял. Да что такое сегодня за день такой, блин, господи. Прости меня грешного. Экспериментатор, ребята, из меня никудышний. Все через задницу. Так, вот так надо теперь раз. Это вычистить. А за это взяться. Вот, может, тогда будет дело. Ну, что-то как подсказывает мне интуиция, уже ни черта у нас не получится. Я же забыл 5, ай, блин, 5 вольт поставить, забыл. Что мы, что такое? Так, вот, 5 вольт. Ну, а сейчас интересно, сколько будет ампер. 2, да? 3, 2, 3. Странно, на крокодиле он держится без всяких этих, да? Ну, сейчас, правда, я крокодила не вытирал. И вот она такое ощущение, что она какая-то рыхлая. Это медь. Видите, прям она на нем растет, блин. Может, надо тут... Что может? Так, уменьшим вольтаж. Сделаем 3. Плюс-минус, да? Что у нас ток? Ток упал до 2 ампер. Ну, все равно. Или там количество меди такое огромное. Где-то же ответ должен быть. Что мы делаем не так? Реакция есть, все работает. Бублинки идут. Так, хорошо. Выключим. Промоем. Вон как медь с какой скоростью растет. А может, это не железо? Может, какие-то сплавы, и оно поэтому не хочет. А? Кто знает. А и тут не держится. Ну, правда, я тут не обезжирил ничего, да. Держится. Во, ребята, а на бите держится, да? Ага. Так, оно. Но тут уже держится получше. Не, все равно. Какая-то, мне такое ощущение, что он какая-то пористая, такая рыхлая, как... Ну вот оттенок появился медный. Вот как там присутствие меди. Но чтобы она там как-то его покрыла. Абсолютно. Да, все вытирается, вот все слазит. Щось робимо не так. Хотя в кино все красиво и просто. Так, ну и что мы видим? Ну вот какой-то паутинка появилась.
желтизны, да? Вот, может оно так и надо, а теперь снова, и так несколько раз, может таким образом, потому что действительно появилось что-то, покрытие какое-то. Это уже не стирается. Вот такое. В общем, будем экспериментировать дальше. Сегодня эксперимент провалился. Но отрицательный результат – это тоже результат. А если сравним по цвету, ну да, вот краснота появилась. Но если так должно быть… А ну давай я сейчас его ищу. Руками я его не трогал. Да, или трогал. Ну, попробуем, как будто не трогал. Возьмем вот так. А ну попробуем еще. Так. Сделаем напряжение 2 вольта. Так сказать, уменьшим. Что у нас получится? Может все... Может в этом сила, брат? Ну, медь там есть, так как медь там даю, надо, что сразу покрывается вот. Ага, и уже покрытие совершенно другое. Значит, а что ж ты я в эту воду лезу? Бонька, ну не мешай, ну ты видишь, я занят. Получается, сильно большой ток был. Если вот так вот поэтому смотреть сейчас, так может тогда попробовать еще и эту. Ну вот получается большой ток. Потому что нет, тут равномерный получается слой. И красивый. Сейчас мы попробуем еще ножницы эти раз сделать. Раз у нас это все получилось, я так думаю. Потому что нет вот этой вот поверхностного этого, ну, рыхлости вот этой. Да? Вот как красиво все. Ну, а теперь интересно посмотреть. Теперь интересно посмотреть, если это... Если действительно там останется, да? А ну. Так. Может была в этом ошибка, брат? Или нет? Ну, если сейчас лезет, то и пробовать не буду. Или попробовать еще дать 1 вольт. О, уже держится. Уже, ребята, держится. Не совсем, конечно, так, как хотелось, но уже покрытие пошло. Все понятно. Большой ток. Вот, все, это уже похоже на медь. Это да, и уже не стирается. Так, тогда мы сейчас сделаем что? Мы тогда сделаем сейчас напругу 1 вольт. Вот, да, это уже, смотрите как. Это уже похоже на медь. Супер, супер, супер. Все-таки, значит, вот. Все-таки разница уже есть. Значит, все было не зря. Хорошо, тогда делаем как? Делаем что? Значит, вот это сейчас мы вычищаем. И попробуем его. И сделаем еще меньший вольтаж. Оставим ему тех пол ампера, пусть там и будет. А вольтаж сделаем меньший. Чтобы реакция была не такая бурная. Мы посмотрим. Вот. Да? Делаем тогда 1 вольт. Так, вот. Ой, ой. Вот чувствительный, зараза. Так. Вытираем. Она уже
Надо менять то, чем вытираем. И попробуем сейчас. Может, действительно, что из-за этого... Боня, перестань. Видишь, я немножко занят. Так. Так, ну тебя только тут могу вот так взять, да? Вот так. Попробуем. Что у нас получилось? Во! Всего лишь 1 ампер вместо 4. Все совсем по-другому. И реакция такая плавная. О, победа! Ребята, вот это победа! Покрывается совсем все по-другому, но интересно, как будет держаться. То есть я так понимаю, что все равно нужно ее там будет качественнее чистить, но смотрите, это же Америка. Это же Америка. Ну, правда, в Праге, но Америка. Во. Значит, вот где была ошибка. Сильно большая реакция, очень быстро этот медь появлялась. Ну, возможно, и это сотрется, но все равно. Все равно интересно. Интересно. Факт, все было не зря. Ну, сейчас, хорошо, дадим минутку. Ой, красиво. Вот это вот красивое. Вот это вот мы угадали. То, что мы хотели, в общем, добились, да? А можно еще, знаете, что попробовать? Допустим, дать не пол ампера, а, допустим, 0,4. Так, ну я думаю, что этот, как его, ну, может, достаточно. Даже циферки у нас там проработались. Ой, как хорошо. В общем, ага. Значит, все было не зря. Супер, я доволен. Так, попробуем. Бонь, перестань. Выключим. Помоем. Ай, капнула на стол. Бонька. Так, это мы сейчас помоем. Так, а теперь моем. Ну, раньше от бумажки стиралась. А сейчас держится. Класс. Понятно, что это не все на 100%, и не все это такой мой первый эксперимент. В общем, получилось. Гляньте. Ну, красота, а. Значит, сейчас еще вторую сделаю все-таки, попробую. Еще раз его почищу. Вот видите, вот эти вот зубья, там, значит, была грязь или грязь, или не вычистил. Ну, красота. Поменяю воду сейчас. Вот. Понятно, что это все, наверное, пошкрябается. Не сильно это. Но шикарно. Шикарно. Так, надо взять еще салфеток. Это уже выбросить. Ах, красота. Значит так, надо приводить полностью качественно в порядок. Все вычищать до мельчайших, там, я не знаю, микронов каких-то. Всю эту грязь, всю эту пыль. Разбираться с напряжением, силой тока, со всей этой ерундой, чтобы оно было так, как надо. Но и экспериментировать. И поэтому получается, что можно всего добиться, да? Смотрите, как получилось. Ну, в общем, ногтем не снимается. Естественно, там какие-то микроны. Так, хорошо. Сейчас просто тогда вторую сторону попробую. Такой поверхностный результат. Поверхностный, но результат. Так. Хорошо. Если мы ему сейчас ничего делать не будем, а просто возьмем, подключим, но уменьшим еще вольтаж. Там, так, вот. Так, да? На полвольта. Бонь, ну перестань, ну да, я доделаю. Так. Бумажечку убрали. Ну, не знаю, если руками не трогал. Сейчас посмотрим. Так. Только вообще не растет, да? А?
покрывается, покрывается. И что-то пищать начала где-то. Может, вот так вот надо. Все-таки на очень маленьких токах. Так, ребят, вообще красота. Ага, когда опускаю, реакция происходит и пищит что-то, где-то писк какой-то появляется. Не, ну шикарно. И цвет же совсем другой, да? Там, где вот старая была, видно? Видите, как видно? Так. Так, ну все тогда, в общем, эксперимент получился. Нужно все качественно, так, если подвести итог, все качественно вылизывать, чтобы вообще там и ни миллиграмма не было ничего, никакой гадости. Вот, разобраться с напряжением и током, найти какой-то оптимальный. Вот, и смотрите, все получается. Все получается. Просто на этом, наверное, на этом приборе, вернее, на этом инструменте оно работать не будет. Как бы я его не защищу, или не защищу так, как хотел. Потому что все-таки он движется, движущее, режущее. Это, но своего рода опыт чертовски интересный получился. Ну, в следующий раз снимем какое-нибудь чернение, попробую. Тоже вот там посмотрел. Как это. Ага, ну а вот эти вот, та, которая старая была, да, вот видите, как она это как вот слаивается, отстает прям. Это, наверное, сейчас буду вытирать, она слезет. Ну, пускай еще чуть-чуть. Да, в общем, все, я рад, чертовски рад. И за этот вот секрет папа купит мне мопед. Если мы возьмем для сравнения еще вот эту. Так. Да. Вот так вот, я не знаю, если видно будет на камере, это вот так вот такая разница в цвете получилось. Да? Это притом, вот. Так что работает. Одна у меня, один бит будет у меня уже теперь медный. О! Да? Ну, видно так? Ну, вообще видно, красота видно как. Наверное, на белом на чем-то надо, да? Салфетку, да, и так видно. Салфетку возьму сейчас. О! Да? Видно, видно. Ну все. Процесс работает. Так, все, тогда выключаю. Поняли мы систему проб и ошибок. И это и недоразумений. Поняли, где нужно искать. Да, вот, да. А теперь самое интересное, слезла там, где была старая. А новая, нет, и новая, тут и новая слазит. Да, в общем, надо все, понятно. Тут надо все зачищать, подготавливать, так как на то у нас все держится. Ну, а эту надо приводить в чувство. Уже все слезло, вот, видите. Все, абсолютно. А там держится. То есть, две составляющие. Подобрать силу тока напряжения, правильное, не агрессивное. Плюс вычистить все там до мельчайших грязных вещей, чтобы вообще ничего не осталось. И должно получиться. Бонька, ну не мешай, ну просил же тебя. Так, и все будет работать. И все будет работать. Так, сейчас я это помою. Не пойму вот что. Вот я ее сейчас мою, а вот руки прям черные становятся. Вот что это за зараза такая, а? Вот прям... Их что, блин, с разных материалов делали, что ли, 2,5? Не пойму. Но тут въелось хорошо уже. Вон, там, где вот эта старая была, самая такая первая, там, где была почищена классно. Вот, прям там осталось. Прям ее там выело, да? Ну, прям чувствуется такая. Вот. Так, вот такая будет у нас корявая продукция.
Не, ну... А? Прикольно. Но вот почему вот это вот чернело? Странно. Так, а вот собрать ее сейчас будет, ребята. Вот это будет... Так, или... А, ну по-любому, да? Так. Это она теперь у нас так в разжатом положении. А, ну так собирается она-то элементарно. Вот и все. Оказывается, собирается она элементарно. Сейчас для интереса соберем, посмотрим. Если оно, вот это вот, будет царапаться и снимать, это. Угу, переборщил. Миллиметр поволим. Так, он, да? Нет, еще. Так, о. Вот такое вот безобразие получилось. Не держится на этом совсем. Вот, и почему-то вот это вот черное. Это так и не было. Тут все как бы хорошо. Прям гладкая такая получилась. Вот, но тут уже вот видно, да? Вот, как стирает. А здесь? Но здесь еще нет. А, уже да, уже вот видно, все уже пошло. Пошло и тут стирать. Вот. Стирает. Ну, опыт такой просто. Ошибок трудных, да? Левая и правая. Изуродовал инструмент. Ну, зараза, хотелось, чтобы так все красиво получилось. Просто не знаю, где его вычистить. Чтобы его на пескоструе вот это все убрали. Так что эксперимент можно считать неудачным. Ну, кто ничего не делает, тот не ошибается. Также так. Так, всем спасибо за внимание. Будем учиться дальше. Искать проблему нашего неуспеха. А, тут бедная тоже, да? Что нам не... А, она не закрылась, это надо. Так, все, закрыто. Также так, ребятки. Убираем все. Встретимся в недалеком будущем.